Но смотри, вот мы делаем расследование любое, да, вот человек написал аспекты. Первое, что я вижу метафору, м? Образ Ну да, какой-то. Потом мы его раскручиваем. Что я там вижу? Я вижу, что это метафора, это только поверхностный слой информации, а внутри прячется целая система, контракты, соглашения, события, много-много всего. информация, Информация, да? энергия. То есть и в Да. этой информации, эту информацию можно разложить на составляющие, да? То есть это родовые программы, это собственные убеждения, это решение человека, это его действия, да, ну, прежде чем действовать, человек решает что-то. Это его контракты, то есть разные уровни. Действия на уровне физического разума происходит, на уровне физического воплощенного нашего, нашей жизни, да, то есть мы Мгм. действуем. Человек– это действие, мы приводим в действие то, что решаем. Решение на уровне сознания и подсознания происходит, а контракты этим всем управляют. Когда Да. мы видим рептилоида, например, вот рептилоид там стоит или демон какой-то, мы это все раскручиваем, в результате получается что? Получается, что этот дух, так называемый, родился тогда, когда человек принял решение вызывать духов. Да. То Я думаю, есть, о материи. Материя есть физическая, да, но на тех уровнях, ну, физика тоже, например, ручка — это информация в каком-то виде, да. Это здесь какая-то информация, которую наше сознание переводит, что это как будто твердое вещество, материя. На более тонких уровнях, где ты видишь этих ануннаков, то есть этих рептилоидов, это тоже информация, которая на каком-то уровне ощущается как более менее материальная, да, а не как духи там плавают или что-то такое. То есть это действительно энергия, которая имеет какой-то заряд. То есть это не просто там написано на листке, а что это? Он имеет какой-то облик, он имеет какое-то влияние, да, эта информация. Ну, то есть довольно большой там мир, который нами не опознан. да, потому что, Какая-то... смотри, я вот смотрю иногда, да, мне интересно вот всякую фигню. И там, и там видео разные, то ли это фейки, то ли это правда. Ну, легенды тоже существуют о сиренах, о каких-то русалках. Люди рассказывают всякие истории и так далее. То есть полтергейсты зарегистрированы на видеокамерах, наши клиенты говорят, духи ходят, приходят, ложатся. То есть хорошо, они настолько плотные, что они могут как бы приближаться к воплощению. То есть, а у нас же что, не так получается? Смотри, душа выстраивает свое физическое тело. А давай отталкиваться от этого. Если душа человека выстраивает свое физическое тело, так почему по этому же принципу не создаются эти вот рептилоиды, анунаки и так дальше? Ну и может быть, например, деградация ДНК, гибриды какие-то. Ну, Может, они конечно. когда-то и существовали, как динозавры. Динозавры существовали, есть факты, есть скелеты, да? Сейчас их почему нет, этих динозавров? Потому что климат изменился, например, да? Или эти души, которые были в динозаврах, уже не могут в таком виде существовать в нашем мире.
Хотя, может быть, там под землей какие-то пространства, да? Мы не знаем. Мгм. А эти рептилоиды, ну, фотографии есть, может быть, они немножечко на другом уровне восприятия, да? Вот А это вот как параллельные. смотри, как Да. интересно происходит. Вот в психологии есть такое понятие. Как распознать шизофреника? То есть человека с каким-то расстройством, с конкретным. Да? Шизофрения – это фактически, как мы говорим, потеря цельности, потеря связи между разными частями личности и так дальше. И я помню, как у моего бывшего, вот он нормальный человек, он заботливый был, он любил меня, детей, но у него что-то такое было, он вдруг, я этот момент всегда улавливала. Он так раз, и как бы что-то изменилось, и я уже его не узнаю, и он говорит на моем языке, но смысла я его слов не понимаю. А в глазах как будто бы какой-то огонь сверкнут, вот так ну, сверкнет какой-то чужой огонь, нечеловеческие глаза. Я так вижу, я так понимаю, что если человек не берет контроль над своей жизнью, а отдает этим программам, которые захватывают душу, эту искру жизни человека, а искра жизни – это элемент жизни, который всегда заряжен развиваться, размножаться, понимаешь? И получается так, что этот заряд, искра жизни, начинает развиваться, но так как попадает во власть этих других энергий, которые по сути разрушаются, а разрушаются они потому, что не соответствуют конам Вселенной, конной развития, конам любви, они опускаются вниз, падают. И получается так, что они как бы утягивают в своей деградации эти части жизненного процесса. Так почему бы они, наверное, воплощаются? И я так думаю, что вот эти ритуалы, вызывание духов, это очень серьезные действия, которые запускают вот процесс материализации этих духов в физически воплощенный мир. Потому что есть зафиксированные факты, люди рассказывают, видео есть. Например, люди вызывают духов, блюдечко там поворачивается, показывает все, все происходит. Одна женщина спросила у духа, сколько у меня копеек в кошельке. Дух показал 57. Она вытряхивает копеечки, там 57 копеек или центов. Мгм. Короче, понимаешь? То есть, а есть свидетельства, например, есть свидетельство одного, он раньше был служителем культа дьявола, вот, и он рассказывал, что они там занимались оккультизмом, и к нему приходил Люцифер. Он приходил к нему в человеческом обличии, садился и с ним говорил. И говорил, кого нужно убить, кого нужно это самое, кому навредить. Они там всякими этими делами занимались. То есть вот эти все дела, жертвоприношения, которые там существуют, это все для того, чтобы легализовать а, или сделать возможным, Согласен. да, дать Согласие согласие, человека. да, дать согласие на материализацию этих духов, которые, по сути, этих энергий, которые должны утилизироваться.
Потому что смотри, сколько у нас уже случаев было, когда люди, например, говорили о полтергейстах, Ну это да, правда, и они исчезали после того, когда человек разрывал свои контракты. То есть он на физике прекращал действовать, так как он раньше это делал, например, магичить, делать ритуалы. секундочку, дай мне одну секунду, я выключу. Мгм. Да, переставал подпитывать их, и они растворялись или Да, то исчезали. есть, и они исчезают. Смотри, у нас тоже клиентка есть, ты знаешь, о ком я говорю. То есть у нее все это дело прошло, и тут Остапа понесло опять по этим эзотерикам и опять по этим регрессологам якобы, эзотерическим практикам, и все вернулось обратно. Почему? Потому что она своими решениями, своими действиями дала жизнь этим духам. Значит, еще все не раз по полкам не для себя не определила, Ну, да, насколько это, это, это да, вопрос другой, конечно же, это опыт. но смотри, люди же мне вот это пишут, люди пишут и рассказывают мне, и присылают мне видео. Сейчас я скажу, как эти видео называются. Сейчас. О, сейчас. Потому что я даже не помню, кто это. Анунаки, Анунаки. Кто такие? Боже мой. И посылает мне видео. Были ли Но Анунаки нашими создателями? много даже письменности осталось о них. Вот этот А вот представь шумерский себе, ну, конечно. Так ученые разгадали эти шумерские письмена. Смотри, клинописи там. Мгм. ну, так кто кому запретит писать? А если бы я, например, вот я выкладываю, пишу статью про протокол, например, нашего сеанса, да? Ну, я с точки зрения протокола пишу психологии. Вот увидели образ, это метафора, мы разобрали, это привело нас к этому контракту, такое было событие, или это было контракт родовой, или что это было, или это убеждение, или какое-то решение человека магией заняться, или навредить себе или другому. То есть за метафорой стоит что-то, конкретная ситуация. А как эзотерики делают? А эзотерики делают очень просто. То есть они останавливаются на образах, потому что образ человек, ну, визуализировать может любой человек. Но не любой может считывать глубинную информацию. То есть не обладает способностью телепатического чтения. И вот эзотерика отсюда и появилась. То есть они видят эти образы и думают, что это и есть вся информация. Да. Вот эзотерика, то есть эзотерика, которая как бы себя презентует как что-то глубинное, духовное, на самом деле очень поверхностное. Она копается на поверхности, копошится на поверхности. Это как мы смотрим на воду и видим волны, но не видим, что там находится под водой. Да, но эти анунаки можем тоже посмотреть. Если логически подумать, то пришельцы, которые могли там, например, прилететь на каких-то космических кораблях,
вполне вписывается в логический последовательность заселения Земли или внедрения здесь на Земле. Да, ты видела, например, эти летающие тарелки, которые сбрасывали бомбу на территорию Сибири. На физике мы видим эти воронки, которые еще обладают ядерным зарядом полураспада, там, который постепенно исчезает. Видим, что эти воронки, например, там имеют эти круглый диаметр, который явно от того, что что-то упало ровно, перпендикулярно Земле. То есть эти факты могут говорить там, что действительно кто-то пулял сверху. Да? Эти оплавленные, например, мегалиты, которые там от ядерных ударов плавили камень, тоже говорит о каких-то цивилизациях, которые раньше были. Так может, это наша цивилизация была раньше? Ну, может, и наша была, но может их несколько. Откуда у нас столько разных цветов кожи, да? То есть, вполне вероятно, если были динозавры, то вполне возможно всякие расклады. Откуда в фантасте пишут все эти про пятые элементы, про эти звездные войны? У нас Луна полая, которая не поддается правилам космических там астероидов или спутников. А, тоже все это довольно загадочно, да? Эти Ну вот фотографии, смотри, которые показывают Солнце, и эти гигантские НЛО, которые около Солнца там шифруются. Да, смотри, что ты видишь? Людмила мне прислала тут целую кучу видео. Одно из видео называется, я не смотрела их, у меня нету времени на это. Это началось. Были ли анунаки нашими создателями, что говорят таблички? Ну вот представь себе, да? То есть давай посмотрим это. Были ли анунаки, кто они такие, были ли они? Я не Хорошо, смотрела это Анунаки. видео, а потом посмотрю. Вот мне просто интересно, Анунаки, да? таблички, создатели, да. Да, но я вот Участвовали ли они в сотворении каких-то физических тел на нашей Земле? Там или э, вообще какое они Там влияние такие, имеют? там такие истории я читал. Там фишка была в том, что якобы эта планета Нибиру пролетает к Земле там раз, не знаю, сколько это тысяч лет, и они что-то там добывали золото здесь на Земле, сколько там тысячи и тысячи лет. Потом им надоело этим, которые здесь добывали золото тысячи лет, а они создали каких-то гомункулов, там смешали обезьяна кровь, то есть ДНК и свою, и получились какие-то там люди. Вот такие мифы. Ну, штреки этих шахт находили, где золото добывались. И шахтеры, которые занимались добытчиком всяким, находили очень необычные артефакты, которые там похожие на микросхемы и на всякие там пружины. Короче, невиданное такое. То есть давай посмотрим, что это за анунаки, что это за мифы, э, насколько оно ты сможешь увидеть эти реальность, насколько она соотносится с тем, что археологи находят, и то, что глиняные таблички сейчас раскрывают, ну и мифы, которые порождают все это. Хорошо? Как ты думаешь? Ну, хорошо, давай посмотрим. Потому Вызов что у меня принят. на все это есть свое мнение, да? Ну, давай посмотрим. Потому что смотри, я Ну, уверена, что ам, человек своей энергией сотворяет не только свою реальность, но и свое физическое тело. Смотри, люди открытые, доброжелательные, у них меньше морщин, они моложе выглядят, у них на лице все написано.
Ну, как психосоматика работает, да. Смотрела Тело — я на отражение этого, души. на будущего мужа моей подруги. Говорю, ой-ой-ой, какой же это ужас, это же абьюсер. Мгм. Да? То есть по человеку видно, не надо себя обманывать. Не может добрый человек сидеть под лицом, под маской какого-то злобного скунса. Да ладно, могут напяливать на себе чужие энергии. Вон, Эпштейна возьми этого. Так он не М- энергия, ми- энергию он ми- не может Милый натянуть на человек. себя. Милый красавец. Он такие вещи творит. Я думаю, они отдают карму и вполне могут, как бы, питаясь энергией чужих, то есть вот таким О, я образом, тебе скажу, все на лице написано. Я считываю эти энергии. ну, Слизняк ты, внутри, у- ты у нас, слизняк и снаружи. ты у нас сканер, который может просветить все. В этом я не сомневаюсь. В этом я уверен. Давай посмотрим, Путин ли жив. Да, уже смотрели, какой он там. Сейчас Ну даже есть что, идем на анунаков каналы. посмотрим, кто такие Да. анунаки. Давай посмотрим, где это, Откуда они что там. взялись? Откуда они взялись? Их самое начало. Вот точечка, откуда они вообще появились. Кто такие? Откуда? А анунаки и Чем рептилоиды — это одно и то же или это разные люди? рептилоиды? Нет, скорее всего, рептилоиды это больше как раз таки, наверное, к тонким сущностям, я так Ну, думаю. конечно, когда я вижу рептилоидов, сначала появляется рептилоид, потом оказывается, что в основе это был какой-то случай, который человека вогнал в страх, и в страхе человек принял какое-то решение, был подписан какой-то контракт, потом это с воплощением, воплощение, эта программа, этот дух так называемый рос и развивался, и визуализируется как человека крокодил. Почему человека? Потому что человек отдает свою энергию, и получается такой гибрид. Человек отдает энергию страху, поддается страху. Человек потом осознает это все. Я вижу, как это чудище уменьшается, потом пух, и исчезло. То есть и рептилоида уже нет. Если взять этих серые инопланетяне, да, маленькие, средние, большие, такие, сякие. Кто это такие? Это программы, которые создал сам человек. Но почему мы их видим именно в таком образе? Может, они А это где-то ДНК. существовали в физическом А вот пространстве? человек нас создавал, и может они потом где-то и материализовались. Но не обязательно в трехмерном пространстве, понимаешь? Может, они где-то там живут своей собственной жизнью, а они и Конечно. живут своей собственной жизнью, потому что в энергетическом плане они имеют вот эту искру жизни человека, который отдал им во время контракта свое сознание, свою искру жизни, и питает уже не свою собственную жизнь, а их. И они уже живут своей собственной жизнью, соединяются друг с другом, получается вот эта матрица злобная, эгрегориальные структуры. Люди сидят себе дома по разным частям мира, в разных городах и селах, занимаются всякой херней, всякими эзотерическими практиками, а их энергии все скапливаются, потому что во Вселенной все устроено, все как по полочкам, по этажам разложено, от низких вибраций до высоких. И минус 20 собирается на минус 20, а минус 10 на минус 10. И получается эгрегор такой, эгрегор такой, эгрегор такой, имеет свою как бы вес. Самые тяжелые
и оно все тянется, идет вниз, образно говоря, хотя в эфирном пространстве это все наш мозг интерпретирует вверх, вниз, а в космосе нет ни верха, ни низа. Там так все интересно устроено, там вот так все. Ох, может, ты меня Маленькое в большом. загипнотизируешь? Я смогу тоже это увидеть. Ты такие интересные фильмы смотришь, что я иногда просто это Так у меня же есть завидую этот белой завистью. кинотеатр. Вот секрет. Одеваешь Да, кинотеатр да, да, и смотришь. Это телевизор такой специальный есть. да. Его еще называют лифчиком на глаза. Вот это Класс. секрет как раз телепатического чтения. Давай, секретная моя. Еще вот смотри, такая мысль проявилась про гигантские скелеты, которые уничтожались. Тоже есть факты о их существовании. И еще такая мысль, вот эти рептилии, например, как игуаны и все остальное, комары, там всякие жуки, это ж тоже, я не думаю, что когда здесь было все хорошо и все было мирно, что существовали эти всякие крокодилы и все остальное. Это тоже А как раз может, это таки злые появились. люди превращаются в крокодилов? Это как вирусы привезли или заражение, или сами эти создали, А я или они думаю, что это все материализовались. люди создали. Потому что Это не человек люди. создан по образу и подобию Бога, а Бог Творец родил творцов. И вот люди, а почему, смотри, занимается человек эзотерикой, да, то есть улет, полный улет, отлет, отвал от М, реальности, занимается какими-то практиками, какие никак не связаны с реальностью. Что-то там выдумывают, создают, насоздают, духа вызывают, каких-то, на какие-то планеты летают, что только они вытворяют. Ну, А это потом, творцы. А ва- потом это а потом это, материализуется, эта смотри, энергия материализуется и становится реальностью. а потом у них что происходит? А потом я ночью открываю глаза, а возле меня чудище лежит. Вот она создавала сама свое же доморощенное, домашнее чудище. Как сегодня в сеансе вышло, а? Домовой. А Мгм. почему домовой? Да потому что сам выращен дома. И воет. Все, давай, идем. Погнали. Хорошо, Виктория, я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Расскажи, что ты видишь. Передо мной стоит такая, как будто бы из бумажки вырезан такой черный человечек, косматый, плоский. И так говорит, шо? М, А правой рукой как бы держится за... И ногой как бы привязан к какой-то энергии черной с правой стороны. Так, что это за энергия? Читай информацию. Оно считывается как конец, фиксация или конец фиксации. Я вот так как-то его прокручиваю и смотрю сейчас в пространстве. Я вижу, что оно выглядит, оно вот так как столбик с нижнего пространства, как будто портал открытый,
И вот он так идет, а потом раз, как хвост, как у игуаны, вот так закручивается. И вот в этой завитушке вот это а, что-то стоит, как вырезанный из Трафарет бумажки, такой. как Мгм. трафарет, да? То есть это программа, это не живое существо. Оно Мгм. считывается конец, фиксация. Какая ее роль в реальности? Сейчас я Функция. посмотрю. Мгм. Сейчас я вижу, ты сказал в реальности, и оно идет как сверка координат. Чух-чух-чух по сторонам, вверх-вниз. М, И опять считывается, да, так, фиксация времени. И уходит вот вниз туда. Фиксация времени. Фиксация. Фиксация времени. Мгм. То есть внимание, фиксация внимания, Да. фиксация времени. Значит, это и есть фиксация времени. А какого времени? На каком времени фиксирует? Когда ты это спросил, я увидела такую картину, как будто бы черные энергии схватили кого-то, ну, светлую энергию, Мгм. считывается как захват, ну, как животные хватают, хищники Мгм. как хватают Мгм. там животных, да. Так, Э, фиксация. Ага. И? Считывается объект вожделения и фиксация, и опять я слышу это трафарет, кульминация времени, что-то связано с временем. М. А, Так. Так Что? можешь конкретно, давай, сейчас я определю, что это. Ну, так и звучит М. фиксация времени. Поляризация внимания. Поляризация. Ага. А на И чем, например, да? На чем поляризация это внимание происходит? э, считывается захват времени, и время– это акт насилия, то есть фиксация на акте насилия. Жертва. Создание жертвы. Мгм. Так, ну ладно, хорошо. Тогда так. Я посмотрела, что это, кто это внимание, что это за внимание, и Мгм. я вижу, что вот эта сияющая энергия– это и есть внимание. То есть эти черные энергии, они имеют в себе глаза, Мгм. и они высматривают жертву везде, и когда захватывают, то есть идет поляризация внимания, то есть переплюсовка внимания, перенаправление. Мгм. Это получается как НЛП-программирование или гипноз Э, Но это очень общее. примитивно. Ага, Почему? Потому да. что гипноз, ну, это не хорошо, не плохо, это состояние, которое можно использовать и во благо, и во вред. И мы попадаем в гипноз много раз на день. Главное, как этим управлять правильно. М. Потому что внушение, самовнушение, позитивное или негативное, оно постоянно Это как происходит. программирование. Да, да. Мгм. Это что-то не то. Это захват времени. Я вижу, что фиксация времени имеет... ага, ну да, сейчас я понимаю, что это. Короче, когда все хорошо, тогда это не фиксируется. То есть идет просто развитие, вот Мгм. идет. А фиксируются только эти моменты, где было проявлено зло. М, Вот теперь стало все понятно. Вот почему, как отличается истинная регрессия от фантазийной.
от визуализаторской, эзотерической. Эзотерические регрессии, они выдумывают всякие позитивные картины. Вот так как Мона рассказывала, как ей навязал этот Илья, ее типа прошлой жизни. Вот она вышла с домика, вот она куда-то пошла, и всякие истории, которые ни с чем не связаны. Это так не работает. Память фиксирует вот это время, когда было создано препятствие на пути развития этих энергий, и когда зафиксировано вот это время насилия, где была создана жертва, создана программа жертвы и захват этого божественного внимания, света души. Ага. Каждое внимание, каждое слово, каждая частица человеческого сознания заряжена энергией жизни, и она может питать жизнь человека, обогащать его, взращивать или наоборот рассыпаться, чтобы питать Мгм. чужеродные программы других людей, рода своего, ну и так дальше. То есть вот так вот. И фиксируется именно, ну так и оно идет, считывается забытые моменты, а, вот этот момент фиксации опять считывается, фиксация времени злобы, фиксация времени злобы, когда была проявлена агрессия. Мгм. А как, почему душа, например, ну, возьми любой пример, позволяет, чтобы ее внимание фиксировали на каком-то временном там событии, да? Э, то Что-что? есть, то есть, ну, почему человек, каким образом человек дает этой программе, Я слышу страх смерти, м, считывается страх смерти, выбор души, жизнь, из-за страха смерти она да. позволяет. То есть выбирает, пусть будет, то есть компромисс. Даже Мгм. жизнь в худших условиях, но жизнь. Так, хорошо. Я так думаю, этот вопрос тебе занимал, поэтому ты увидела это программу, когда ты погрузилась. Ну, потому что я об этом А, думала, поэтому так мгм. оно и на Я чем тебя в понял. последнее время как бы а, о чем подумала, то ж и проявилось. Мгм. Хорошо. Почему для тебя важно как бы это А, расследовать? вот идет. Мне не важно, я об этом не думала. Мне идет просто, это имеет прямое отношение, откуда взялись анунаки. Мы же Мгм. собирались это Да, расследовать. да, мне всегда очень нравится, когда тебе в начале сеанса а, как бы открывается самая суть, да, самое зерно. А Да. потом мы уже все это расставляем по полочкам. Хорошо. Тогда сейчас от вот этих программ отсоединись. Мгм. Давай найдет момент. То есть давай на счет три найди анунаков. Кто они из себя представляют. Один, два, три. Вижу такая книга, которая зашелестела. Листочки, как будто бы ветер их листает. И там нарисованы анунаки и всякие иероглифы. Мгм. Так, были ли кто эти существа? Были ли они на каком-то уровне бытия, эти анунаки? Мне идет вот так вот, как бы пальцем в голову. Так. Считывается сознательный выбор человека. Мгм. А какой был Так. вопрос?
Да, эти анунаки, были они, э, существовали Существовали они? ли? Нет. Да, да, да. Мне идет ответ нет. Они в физической реальности никогда не существовали. Их не было. Они только на страницах книг каких-то. Мгм, Вот, и идет именно вот сюда, как бы в правую сторону. Такая черная, вот эта фиксация времени, я слышу. Вот это, что я вначале увидела, мгм. вот, это как бы пришло кому-то в голову. Вот. То есть это кто-то как бы настроился А, с мгм, информационным полем, и оно идет вниз. И я посмотрю сейчас, да, там вот это, этот портал ведет к такому черному, как пузырь такой черный, как шар мгм. такой. И весь этот портал, и весь этот шар, куда ни посмотрю, там такие глаза, как будто бы наблюдают за всем. Они очень колючие, такие взгляды, они ищут, рыскают по пространству, ищут. И в этих глазах такой рот, они голодные. Мгм. Так, сейчас я считаю, Так. посмотрю этот шарик, что это такое. Он весь считывается очень тяжелый, как черная дыра. Очень тяжелый, хоть и маленький, он вот такой вот Мгм. по размеру, как мячик, но очень тяжелый. И спрессованный считывается, спрессованный. Так, это энергия? Считывается, Мгм. да, энергии спрессованной, энергии жизни и смерти. М, Выбор. М, Компромиссы, вот эти контракты человека. Мгм. Считывается сжатое внимание человека. Человек является венцом, я слышу. Идет Мгм. информация, что человек– это венец природы, а природа– это как все живое. А вся Вселенная тоже считывается, все пространства, они живые. Эфирные, ничего статического нет. А вот эти Да. программы, они статические, они стоят. Вот даже в пространстве я вижу, как вот это все закрутилось, и вот этот образ, как человек, как будто бы из бумажки вырезан. Сейчас я рассмотрю. И он вот туда уходит, и оно висит в пространстве, зафиксировано. Считывается фиксация времени. Какое отношение это имеет к Мгм. сотворению анунаков? Где, когда первый анунак сотворился, да? Давай А посмотрим. ты говорила, вот человек, который первый связался с этим порталом, то есть и как бы его создал, да? А, То есть что это был за человек, который впервые выдумал или увидел этих энергий анунаков? Что это был за Ну, может, не человек? увидел, где они родились, эти анунаки? Кто они такие вообще? Так, это Сейчас я понятие. увидела такое какую-то Мгм. штучку, как будто бы проволочка, которая вот так имеет такое, как колечко, да? И этим колечком как будто бы выскребает на табличке такой дядечка. И солнце светит. Это жаркая страна. Мгм. Считывается Сирия. Так, а кто этот человек? Жрец. Ага, жрец. Так. Я вижу, он делает ритуал, подносит вот так вверх, считывается, что подносит вверх какую-то веточку, а, как будто бы пальмовый лист, Мгм. подносит вверх.
как бы к солнцу. Там такая пальма, она вот такой широкий лист, Мгм. а он вот так как-то закрывается, как будто бы хоть смотрит на солнце, но закрывает этим пальмовым листом, а потом записывает. Сейчас я спрошу, а зовут его, ну так, давай назовем, как-то звучит, ну давай Фархит или Фарид, как-то так звучит, Мгм. Ну, пусть будет Фархит. или Фархат. Да, когда-то Сейчас я такое спрошу, как его было. зовут. Мгм. А говорит, что его зовут Фархат. Мгм. Показывает, что у него одежда такая белая и такие голубые, как бы одна на другую, как священники, похоже, ходят. Только такие Мгм. ярко-голубая штучка. И он говорит, Мантия. что он, М. да, Фарихат звучит, что он жрец, говорит, великого Бога и показывает такого Бога, а, который стоит две ноги в правую сторону обернуты, как бы вот так. А, Голова такая круглая какая-то. Ну, Мгм. Гуманоидного типа. Две ноги, две руки, как он. ну, это как трафарет такой. Это не, А, это он поклоняется как бы не образом. чему-то живому, Мгм. а созданному образу, да. Мгм. А вместо головы у этого так называемого бога такой как полумесяц, но стоит в обратную сторону, вот так. А к этому полумесяцу в сектор магии проводок такой протянут, как будто бы медный, но он черный, ну поломанный, как будто бы небрежно так кто-то размотал медный этот, но он черный, рассчитывается как медь. В сектор магии. Мгм. То есть, а это Там в сектор... секторе магии, да, я вижу, что там такой, как будто бы такая звезда, а, как будто бы такая многоконечная звезда, вырезанная из камня. Вот, а посередине такая ямка, как кружок такой Мгм. вырезанный, углубление. Вот. В этом углублении нарисован этот бог, это божество с луной, которая смотрит рожками назад вместо головы. М, интересно. Так, и Вот. что этот жрец делает? Он какой-то магический делает ритуал. Я вижу, что он взял крысу за хвостик. Говорит, мышку. Ну, ничего себе, мышка вот такая огромная. М. Такую мышь взял большую. Мгм. Какое-то заклинание делает. И эта мышка как-то ее так вот так опускает сюда. Говорит, что Мгм. создает живое начало. А что мышь это символизирует? Сейчас я посмотрю. Это Мгм. крыска. Смотри. Крыска. А, Ну, как-то отношение имеет прямо к этому Фархиду или Фархаду. А, Это как бы лицо крысы у него как маска. Мгм. Он Это говорит, что его энергия? да, он говорит, что он создает свое божество для фиксации времени, говорит этот Фархат Мгм. А зачем ему или это нужно? Фарихат. Он говорит, что ему нужна власть. Он говорит, что он создает ритуал для почтения себя. Мгм.
И я вижу, что он пишет, не пишет, а такая, как книжечка из глины сделана, такие листочки толстые. И он таким крючочком как бы ровненько так вырезает, а лишняя глина уходит, потому что оно вот так, такой имеет, как петелечка такая. Мгм. Тут она деревянная такая штучка, а там такая петелька. И он вышкребает просто буковки Мгм. с этого и говорит, что он создает культ себя. Говорит, что ему нужна власть над народом, Мгм. и говорит Израиля. Так. А зачем ему власть это над народом Израиля? Он так вот показывает куда-то в сторону, и там такой город сияющий белый. А, Да, как будто бы М. свысока я смотрю, как будто бы с высоты птичьего полета, скажем. Там такой огромный город, и посредине такой квадратный храм стоит. И все сияет, и сияет так. А он говорит, что они пришли, чтобы уничтожить его. М. Так. И зачем ему, собственно, власть над ними? Он говорит, что они заняли его земли. Он говорит, что он Ивусей. М. Так. То есть он считает их захватчиками его земель. Не только земель, А, так. а, а как бы авторитета его. Ага, Они как бы ясно. угрожают его власти над его народом, а он Мгм. занимается магией. Так, а вот эти, над кем он власть хочет иметь, они появились, то есть позже, То. то есть они, вот этот сияющий город. Так, ладно, отменяй этот вопрос. Давай вернемся к этому ритуалу, который он проводит. Мгм. Э, Так, вот это он, что в энергетическом плане он создал? Я вижу, как, как будто бы пошли, но не своими ногами, а вот так Мгм. картинка одна за другой, как такие божества. Считывается, что создал пантеон богов, карусель Мгм. богов, пантеон. Так, а что это за боги, как мы их знаем? Или Считываются демонические фиксации. м, это тоже как трафареты, эти боги? Да, да, но я бы сказала, что это те визуальные образы, которые он видел, Мгм. он их обожествляет. Но это точно так же, как делают эзотерики. То Ага. есть они видят образ, но они читают информацию внутри. И их фантазии начинают жить в их воображении какой-то их придуманной жизнью. Эти образы потом назвали нефилимами? Или это другие Нет, какие-то образы? нет. Мгм. Так. Нефилимы– это великаны.
Считываются люди, демоны. Ага. Анунаки. Анунаки. Тут Получается, что связано. нефилимы имеют отношение к реальным людям, а анунаки, Мгм. ну, это как вот эти пантеон богов. Ага, это вот это образы Эти, этих энергий. Мгм. ну да, ну смотри, это как, Да. ну это, я вижу, что это вот точно так же, как мы вот работаем в эфирном пространстве, да? Сначала идет образ, а, а за этим образом идет информация. А, Да, это как рептилоиды вот эти, да? да, вот эти Так. рептилоиды, Мгм. инопланетяне, эти все жуки, это все в пространстве человека, это метафоры, которые показывают ДНК энергий, то есть характер энергий. Потому что, ну, понятно, что паук это паутина, это липкое, это какой-то Мгм. магнетизм, а крокодил это агрессия, вот, Мгм. безжалостность, ну, вот такое, да? Виктория, если вот это нефилимы мне припомнились, как-то нефилимы связаны с этими анунаками, этими образами или с этими, как его, с этим жрецом Фархатом? Они как-то связаны, да. Ага. То есть они Но это не филимы... одно и то же. Это не одно Ага, и то да, я же. Идет понял. какая-то связь. Вот, считывается, что нефилимы это реальные люди. И я вижу, что даже это не то, что люди, которые жили там 3000 лет назад. Я вижу, что они в костюмах ходят. И мне просто пришло прямо как бы вплоть до 19 века они жили, нефилимы. М, Интересно. Мгм. До 19 века. И считывается, что они жили в подземных городах. Мгм. Так, ну хорошо. Так. Хорошо. О нефилимах как-нибудь в следующий раз или вернемся к ним Но они... сейчас? нет, можем потом посмотреть. Сейчас давай посмотрим. То есть нефилимы я вижу как живых людей, которые М, находятся вот в секторе магии. То есть они были воплощены и имели на цивилизацию магическое воздействие, то есть насильственное, мгм. манипулятивное. А вот если Так, взять этих анунаков, то они имеют, я слышу, господи, как это слово сейчас читаю, сейчас вводим. ретроспективное Ага. значение, Мгм. а, отголосок, вижу, считывается пещерного мышления. Мгм. Пещерное, еще есть такое пещерное мышление. Я вижу такое, как пустыня, песок, и там этот Фархат сидит и эту крысу туда-сюда, эксперименты какие-то как будто бы делает. Мгм. Он как бы какой-то маг или кто-то, вот он то листочек вот так на солнце поставит, что-то там запишет. А, ну, и оно так звучит, как ложное мышление, пещерное мышление. То есть человек с таким, прямо идет, с низким IQ. Мгм. Вот. Виктория, я считаю, эфирная ДНК этого
Архата. Парихат А, это, это. Архата, да. Если он сейчас где, Он считывается как царь, жрец, царь. знаем ли мы его как-то в Как нашем... человека? Мгм. Воплотился ли он? Да, воплотился ли он в последнее время? Когда ты это спросил, то пришел, где он там зафиксирован во времени, Мгм. пришел такой образ, как такая морда крокодила, так на меня так вот вышкрал своими зубьями, Мгм. набросилась, вот, и внимание мое переводится к этой конструкции, которую я увидела в начале. Это Ага. именно считывается как загвоздка пещерного мышления, Давай посмотрим на это. поверхностное, очень. А пещерное, я подумала, М. почему пещерное? И сразу пришел ответ, что основанное на страхе, когда человек боится заглянуть в глаза правде, он ищет себе поверхностные объяснения, а они всегда лежат на поверхности. Мгм. И в чем загвоздка, получается? М. Слышу, идет ответ. Отбор репутации, селекция внимания. То есть люди распределяются, я вижу, эм, по вниманию, кто куда какое свое внимание направляет. И там происходит, я слышу, ну, чудо. Мгм. Так. Чудотворение происходит там, куда направляет человек внимание. И происходит такая селекция. Одни люди попадают в ловушки этих страхов и этого, я слышу, мезозойного мышления. Мгм. Так, и что происходит, Виктория, с человеком, например, который вот читает или смотрит эти документальные фильмы или недокументальные про этих ануннаков? Он фиксирует внимание на чем-то Ну, мифологическом. сейчас я возьму, например, двоих людей, которые просто смотрят и Мгм. включает критическое мышление, или тот, кто доверяет. Тот, кто доверяет этим, то есть он буквально, я вижу, он просыпается как в пещеру, в это пещерное мышление, то есть он доверяет этому и становится, я слышу, легкий, вот как пушинка. М. По ценности во Вселенной он становится, ну, считывается, Управляемым. М. бессмысленный, да, то М. есть неважный, неценный для Вселенной. Мгм. Понятно. А тот, кто смотрит и, я слышу, осознает свою ценность, он как будто бы еще больше улучшается и буквально как бы вылетает с этой ситуации и с таким свечением, и как бы ангельские крылья, он укрепляет свое доверие к себе, потому что он а, М. получает опыт развлечения. Он М. сам в себе вот размышляет и как бы укрепляет свою позицию. Он становится ценным для вселенского прогресса. Мгм. Да, Вот, хорошо. Так, Виктория, отсоединись от этой ситуации. да.
Давай рассмотрим вот эти образы, вот эту энергию богов, этих анунаков, которые вытащил вот этот Фарахит. А, Он буквально их как будто бы вырезал из ничего, из э, как будто бумага сгорела из такого черного пепла. Он как будто бы ножницами вырезал, которые выросли с этого ритуала с крысой, которую он делает. мгм. То есть с этих мертвых энергий он... Да, он создал из своих личных фантазий. И эти анунаки, так называемые, то есть это, оно звучит горе фантазии, считывается. Мгм. Так, а остальной миф про этих ануннаков он же выдумал, Нет. Я вижу последовательно. костер, да, и люди, которые добавляли свои Мгм. страшилки к этому. Так, И вот этот понятно. миф, он вот так разрастается, пух, пух, как мыльная булька разрастается. А, И вот я вижу, внутри появляется такой, как купол света считывается, как шар такой. И там такая книга. А в секторе магии от этой книги идет такая подключка в сектор магии. И там люди как будто бы так внимательно читают, но у них всех маска тигров у этих людей. И они Что сидят это? как в позе тигра. Что это за маска тигра? Виктория, посмотри, что это за энергия. Считывается доверие предрассудкам. Почему тигр? М, А когда я то есть, подумала, почему тигра, то я увидела, что суть в этих полосочках. Камуфляж, ну, тигр мгм. имеет кожу, шкурку, Да. которая как работает как камуфляж, то есть приспосабливается. И это символизирует приспособление человеческой психики к объяснению сложных понятий, сложных вещей вот такими простыми объяснениями. То есть это Мгм. попытка таким образом уйти от реальности, от реальных, ну, я бы сказала, самосаботаж такой. Да, и М, происходит вот эта фиксация внимания. Да. Мгм. И своим И вниманием те люди, которые верят в эту белиберду, они усиливают этот миф, эти образы, эти а, энергии. и Мгм. энергия их уходит вот так по ниточке, я вижу по этой черному. Она сплетена вот так, как ДНК, знаешь, вот так вот. И Мгм. энергия по этой черной ниточке всплывает, плывет вниз от этих людей. Вот, и оно происходит вот так, там какое-то переключение. То есть оно так стекает вниз, потом этот шар очень плотный, а потом еще отвод в какую-то, еще в какое-то пространство. Я вижу, считывается фиксация внимания. И это внимание, которое было живое, оно текло, оно превращается в такие, как бы слепки, как будто бы отжали, вот их зажали в каком-то механизме и сделали уже не живые, а слепки внимания. Это так происходит. Мгм. И тогда их, образно говоря, я вижу, что одевают эти якобы боги на себя для умиротворения и покорения человека. И когда Мгм. человек верит, что
э, его создали анунаки, ну, а, то вот в этот момент и происходит это. Потому что Фиксация это внимания. абсурд. Да, это полный абсурд, потому что человека, ну, весь человеческий опыт Мгм. говорит о том, что а, человек, его душа является частью божественного вселенского задума какого-то, да, плана, Да, какой-то это хороший величественной вопрос. миссии, хорошего, да, и что Вопрос. основа всей жизни– это любовь. А если анунаки– это злобные хищники, то это противоречит вообще сути человеческой природы. То есть это Мгм. как наговор на человека. Хорошо, Виктория, тогда такой логический вопрос. А человеческое тело, физическое вот это, когда появилось на Земле впервые? Такое дело. Ну вот, человек когда появился? Если его не создали анунаки, да, когда это произошло, когда заселились первые люди здесь на Земле? Я слышу, люди пришли свысока для реализации себя. То есть, Буквально это выглядит, как будто бы такой свет отщипнул кусочек себя и воплотился человеком. Сотворил человека а, мгм, по своему же подобию. Это как, ну, наверное, как мы детей рождаем, и они повторяют нашу генетику. Но я вижу, что слышу так, человек изначально был светом. мгм. То Он есть он, буквально светился. Вот я вижу, человек буквально светится. Вот он ходит, а вокруг него такой свет, который повторяет, ну, как мы говорим, аура, да? да. Ну, вот он так светится. Куда он идет, поворачивается, это все, вокруг него такой свет идет. Поэтому и говорят, белый свет, то есть воплощение наше трехмерное физическое пространство, оно Мгм, называется белый свет, потому что он был сотворен светом, и жил человек, человечество, которое мгм, строило города, я вижу, а, по своему образу и подобию. И все города тоже светились. От них исходил такой свет. Вот так вот. Такой мягкий свет, мгм, такими лучами, как бы дымка вот так поднимался. Вот. И все города очень красивые и светились. мгм. То есть он появился с помощью трансформации, да? Частичка вот этого света уплотнилась или как таким-то По образом. желанию своему. Мгм. Ладно. А давно вот этот первый человек появился здесь на Земле? Сколько там, миллионов или больше лет? Я слышу недавно. То есть тысячи э, лет или есть какая-то цифра? Мне идет около 7000 лет. Мгм. А еще есть человек производственный какой-то. Так, Здесь еще какие-то люди есть. Какой-то человек вот этот божественный и человек производственный. мгм. А кто такой производственный человек? Сейчас я посмотрю. Он какой-то черный. Мгм.
Считывается человек похоти. Мгм. Так. Откуда он И взялся, этот человек? мгм. Откуда он взялся? Считывается династия карикатур каких-то. И они идут как бы снизу. А вот эти Мгм. люди, они сверху идут, и они сияют. А одновременно идут какие-то темные, я вижу, появился. То есть сначала появился как бы человек-свет, а потом появился человек производственный. Мгм. Так, а этот производственный, когда по времени он появился? Сколько тысяч лет назад? Он появился, считывается, производный. Он от обезьян пошел. Мгм. А его создавали искусственно в пробирках. И считывается, что они жили недолго, умирали скоро. 30 лет Мгм. жили. Мгм. А кто их создал? Так, сейчас я посмотрю, кто это их создавал. Я вижу человек, который как бы злой такой. Мгм. А, Считывается, что человек, который вышел за пределы своего равновесия, Так, кто это за человек? Кто он такой? превысил свои полномочия. Считай, Виктория, его эфирный ДНК. Кто он такой? Знаем ли мы его? Слышу массовое производство людей Хм. низшего порядка. Странно. Вот это тоже, конечно, странно. Так, а спроси у этого злого человека, кто он такой? Он вот так разозлился, что мы на него посмотрели, и какие-то бумаги вот так вот смахнул со стола. А выглядит как царь такой, как будто бы в такой мантии красной, расшитая как золотом. Сейчас я посмотрю, кто он. Мгм. Он орет, что мы вошли в его эфирное пространство, что мы нарушили его покой. Так. Я так тихонько взяла и закрыла это пространство Мгм. его. А Хорошо. он умерший какой-то. Мгм. И я просто сейчас легонечко считаю информацию, а он так поплыл. Сейчас я считаю информацию. Мгм. Создатель других людей, какие-то лаборатории, а, их Мгм. как бы несколько было лаборатории. Так. Мгм. Это как-то связано с этими нефилимами? Идет ответ нет. Мгм. А Так. сейчас я посмотрю, кто он. Может, это... Мгм. Сейчас я постучала к нему и говорю, кто он такой и что он делает в своей М. капсуле времени. А, Он говорит, что он создатель человека низменного, человека трудолюбивого. М. То есть, а для чего он их создал?
Говорит, что они создавали свою нишу. Ограбление земли. Мгм. Так. А откуда он взялся здесь на Земле? Я вижу, что этот, он связан с этим Фархидом. Только он как бы на противоположной стороне земного шара. Но я вижу, что там как бы сеть такая была. Мгм. Так. И, Виктория, считай такая информация. Какие последствия для Земли, для человечества произвело создание вот этих гомункулов, вот этих производственных людей? Какие последствия? Интересно, как они их создавали. Я вижу, что это, когда ты спрашиваешь это, то Мгм. я вижу такую картину, как будто бы вот такое пространство, и такая черная эта масса, она отрывается от всей. М, То есть какая-то черная часть от целого отрывается от... Но это целое, оно, сейчас я считаю, то Мгм. есть оно такое мутное, как будто бы считывается как среднее что-то, усредненное. То есть оно как бы портит общий, считывается тон, фон человеческого сознания. Мгм. Так, а ты хотела посмотреть, как создавались эти производственные. Ты говорил, что ДНК обезьяны, да? С обезьянами скрещен был кто-то. Сейчас я посмотрю. Я вижу сейчас, как будто это такая полоса какая-то, вот ниже экватора идет. Мгм. А, И там Так. такие на этой полоске, такие как будто бы красная такая полоса. И там такие, как шары. В этом шариках считывается замена цивилизации. Мгм. Так, а что это за красные шары? Сейчас Посмотри я на один из посмотрю. них. Мгм. Считывается редактирование ДНК человека. Лаборатория? Да. Мгм. Я вижу, Хорошо. что создаются новые Они- виды животных, растений, человека в том числе. Мгм. И считывается генетическое перепрограммирование человека. Вот это то, что нам там легенды описывают, как очень просто. А на самом деле это, я вижу, что это высокотехнологичный мир. Мгм. Так, а вот эти всякие гнусы, комары, крокодилы, м, все эти хищники имеют отношение к лабораторным этим изысканиям, творениям? Не вижу я там Мгм. такого. Хорошо. Так. Может, потому что мы расследуем как бы Мгм. внимание Ну да. на человеке? Так, хорошо. А вот этот Фархит и с другой стороны этот злой человек Да. связано, ты сказала, с этой сетью, которая охватила Землю. Мгм. Мы, как представители человечества, хотим ли мы освободить человечество от этих чужеродных энергий, воздействий? Ну, мы хотим, но мы как бы каждый человек отдельная личность, которая решает сама за себя. А я сейчас, мне интересно Мгм. посмотреть, как эта а, генетика влияет. Посмотри, Виктория, как эта Ну, генетика влияет. получается, Да. смотри,
Получается, что одни люди генетически предрасположены, энергетические, они пришли сверху, а другие Мгм. были сформированы как бы снизу пришли, образно говоря. А, Мгм. И потом все это смешение произошло, да? вот оно идет, что они были созданы как бы циклопами, а эти циклопы, то есть большие люди, это кто такие? М. Кто такие циклопы? Идет информация, что они родились здесь, а, от богов-пришельцев. Черные такие, как боги, духи. Мгм. Ну, духи не духи программы, а духи как существа, как духовные Мгм. сущности. И я вижу, сейчас идет полная аналогия, что получается так, что вот этот, скажем, библейский Люцифер, да, Мгм. когда решил пойти против божественных конов, то он как бы, я вижу, как у него из головы, как будто бы эта ментальная сущность отделилась от него. То есть он впервые создал, этот ангел как бы создал другую альтернативную реальность, то есть этого духа. И когда мы говорим о духовных существах, то получается многомерная сущность. Скажем, вот этот ангел, который был рожден, как и другие, совершенным, но выбрал нарушить коны жизни, и таким образом он создал как бы другую альтернативную схему жизни, я слышу. Ну, жизни без жизни, скажем так, жизни, где М. присутствует смерть. И вот этот дух– это уже программа. И вот эти рептилоиды, вот я вижу, как глаза эти, это шкура. Эти рептилоиды– это и есть это начало этих духов, то есть этих энергий, которые в живой вселенной, естественно, живые. И когда люди делают такие же поступки, идут против конов жизни, то есть вызывают духов, там магичат, магией занимаются, там ритуалы, там продают Насилие. образы, Мгм. ну, над собой насилие, над другими, Да. да, то они своими энергиями вибрационно соединяются с этим главным источником и усиливают и его, и получается энергия плывет туда-сюда. Вот так вот она сходит и выходит. Нет в одном направлении, всегда есть в двух. И получается, что вот поэтому то люди после этих эзотерических магических практик и видят, у них буквально идет раздвоение психики, потому что та часть психики, которая захватила их внимание, Мгм. она превратилась как в отдельных, превращается в отдельных сущностей, которые связаны уже с этой эгрегориальной центральной сущностью, которая была создана впервые этим совершенным ангелом. Его там имя как-то звучит. Его называют там сатана, Люцифер, там по-разному, да. Но это М. все дьявол, это все такие названия, которые об- Падший в общем. обозначают его какую-то одну роль. Да, Люцифер– Мгм. это роль, он как бы дает свет, но ложный свет. Там брехун, лжец– это дьявол. М. Противник– это Сатана. сатана.
Ну, и вот таких много. М, Ну да. Так, понятно. Так, ну хорошо. И Анунаки, собственно, это тоже вот эти Да, это из этой... продукт воображения, да, это М, продукт воображения. Ну, так оно считывается, людей пещерного мышления типа, да, то есть людей, которые не способны к логике, к аналитике, которые только задерживаются на поверхности. мгм, Ну, они, это м, как бы говорит, ну, люди, которые не хотят развиваться на самом деле, потому что легче обвинить кого-то, каких-то анунаков, да, или кого-то еще в своих проблемах, вместо того, чтобы работать над собой, чтобы осознать, что все в своей жизни человек выбирает сам, что это а, м, продукт его выборов прошлых. Его жизнь– это то, что он раньше повыбирал. А мгм. когда человек вот этими фантазиями увлекается, то есть на кого спихнуть. А если кто-то виноват, я ж тут ни при чем, значит, мне не нужно ничего делать. Таким образом срабатывает этот внутренний саботажник, внутренний вампир. Для того он так работает, чтобы дальше питаться этими захваченными божественными энергиями, вниманием человека. Да, А, хорошо. да. Это мы рассмотрели. Так, и вот эти производственные люди, они до сих пор здесь на Земле находятся, так? Это или А, ихние потомки? ну, оно считывается, что это не по физиологии даже, а по энергетической наполненности. То есть это люди, которые, ну, я вижу, вот он делает, убивает друг друга, делает преступления. То есть люди без моральных, скажем так, ориентиров. Мгм. А какое будущее у этих людей, подвластных этим энергиям, наполненные этими энергиями? Ну, оно вот так и идет, что они рано умирают. То есть их Мгм. вселенная убирает. Понятно. Ну, а Хорошо. чаще всего они сами как бы самоуничтожаются сами. Мгм. Так, я думаю, мы ответили на вопрос, кто такие, что такое анунаки, откуда они появились. Давай тогда эту информацию Оста. распространим, да, по Мгм. земле людям, чтобы они понимали что-то, истину. Ну, вот я вижу, как я как будто бы такую книгу огромную, как журнал, открыла, Мгм. а, оставляю в открытом доступе, чтобы каждый человек задумался о своем божественном происхождении. Мгм. И потому что только выбор делает человека тем, кем он есть, кем он желает быть. Только это, только его Мгм. стремление, не то, кем он, как он поступал когда-то, а тем, кем он решил стать, делает его именно человеком с большой буквы. Мгм. Вот. Да, хорошо. А, Появляя на свет вот эти все низковибрационные энергии, вот эту программу, которая фиксирует на каком-то там времени, Ну, лично мой, мое мнение, мой я выбор, да. забираю свою энергию оттуда, и я вижу, что именно вот эти контракты, которые мы разрываем на сеансах, именно Мгм. они вот собирают, вот это как антенна работает, да, вот это как антенна работает,
что удерживает внимание человека через эти контракты в этой системе, в этой парадигме смерти. Потому что четко видно две парадигмы. Парадигма или матрица смерти, то есть вот эта вся магия, вот это все, оно фактически считывается как отступничество от света. То есть это пространство сатаны, дьявола, да, Мгм. образно говоря. И парадигма жизни– это когда все заряжено вот этой энергией к саморазвитию, к улучшению, когда человек осознает, что он является творцом своей реальности и реальности вокруг себя. Хорошо. Это, это мы прояснили. Мгм. Хорошо, Виктория. Я думаю, на этом мы сегодняшний сеанс закончим. Появились, конечно, еще Новые интересные вопросы. вопросы с этими нефилимами и еще кое-что. Но мы оставим Мгм. это на следующий сеанс. На этом мы Хорошо. заканчиваем, Виктория. Мгм. Отсоединитесь от этих всех ситуаций, от этих энергий, которые мы видели, концентрировали Мгм. внимание. Закрываем порталы, поднимаемся вверх. Мгм. Мгм. Проверь, Виктория, твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все чисто. Так. О, наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Ну вот, и прям ответ уже как итог идет опять. Ануннаков Угу. не существовало. Все, вопрос закрыт. Мгм. Хорошо. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваем. 1, 2, 3. Возвращайся.